Сам Иисус часто говорил об ангелах и о добрых, и о злых, и об их участии в делах людей. Четвертый факт. Ангелы могут явиться в образе обычных людей. Так говорит Святое Писание. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелов. Пятый факт. В большинстве переводов Библии при упоминании о падших и всяких согрешивших, выступивших против Бога, ангелах используют строчную букву, а при упоминании святых ангелов прописную. Шестой факт. Вера в ангелов является неотъемлемой частью веры мусульманина Аль-Бакара. Это один из столпов веры мусульманина. Седьмой факт. Херувимы упоминаются в Ветхом Завете много раз. В книге Бытия Серафимы описаны в книге пророка Исаии. В 3 посланиях Павла названы дополнительно к ангелам архангелы, престолы господства, начало, власть и силы. Восьмой факт. В православии существует представление об ангелах-хранителях, посылаемых Богом каждому человеку сразу после его крещения, хотя в Писании мы не находим того подтверждения. Девятый факт. На бесчисленных картинах изображены ангелы-мужчины, появившиеся перед людьми в библейских сценах, а кладбищенские извивания у могил часто выполнены в виде скорбящих ангелов-женщин. В Библии нет ни слова про женщин-ангелов. Десятый факт. Вообразите себе библейского ангела. Скорее всего, у него будут развивающиеся одежды, крылья и нимб. Но в библейских описаниях никогда не упоминалось о том, что у ангелов есть нимб. Нимб же впервые появился в искусстве только в IV веке. Изначально он был только на изображениях сидящего на троне Христа. Постепенно нимб стал символом добра, и его стали всегда рисовать с Христом и ангелами. К VI веку нимб носили все, в том числе святые. 11 факт. Гавриил появляется в Библии 4 раза. Официальные представления католической церкви подтвердили существование ангелов, однако заверили, что на самом деле они выглядели совсем не так, как люди привыкли их представлять. Отец Ренцо Лаватори, специализирующийся на изучении ангелов, сказал, что небесные существа на самом деле больше похожи на осколки света. 12 факт. А знаете ли вы, что существуют рабы-ангелы? Рабы-ангел обитают в тропических широтах всех мировых морей. 9 видов встречаются в Атлантическом океане, а остальные в Индийском и Тихом океане. Ангелы давно появились в литературе, еще во время романтизма. 13 факт. Ангелы обычно изображались в виде светловолосых, андрогинных юношей с крыльями, символ свободы духа, в белой льняной одежде с золотыми поясами. 14 факт. Они являются людям, часто во сне или в видении, чтобы принести вести от Бога. 15 факт. Слово «ангел» на иврите произносится как «млеах», что буквально означает «посланец». Также слово «маляха» переводится как «ремесло», «работа», «труд», а слово «маляхуть» — «искусственный». Можно заметить, что все эти слова имеют общий корень. Из всего сказанного можно вынести, что ангелы являются искусственно созданными служебными посланниками Бога и никак не могут являться божеством. Но, как написано, разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Хотя в некоторых местах Библии ангел и называются святыми. Марк 8:38. 16 факт. Серафимы, упоминаемые в книге пророка Исаии, это определенный вид
сров сжигать. Исайя 6:2. 17 факт. Ангелы реальны. Ангелы — не благочестивый вымысел или суеверие. Они совершенно реально существуют. Ангелы активно участвуют в нашем мире и играют важную роль в истории человека. 18 факт. У всех существует свой ангел-хранитель. Катехизис цитирует слова Василия Блаженного. Рядом с каждым верующим стоит ангел как защитник и пастырь, ведущий его к жизни. 19 факт. Демоны также не менее реальны. Все ангелы были созданы как хорошие, но некоторые решились на непослушание Богу. Эти падшие ангелы называются демонами. Место, предназначенное для демонов — ад. 20 факт. Продолжается драматическая духовная война за нечеловеческие души. Человеческие души. Ангелы и демоны в данный момент занимаются драматической духовной войной. Борются за человеческие души. Ангелы хотят людей направить в сторону Бога, а демоны нет. И люди определяются, пока они живут. 21 факт. Святой Архангел Михаил, предводитель ангельских войск. Святой Архангел Михаил является верным ангелом, которым является лидером ангелов в духовной битве с демонами. 22 факт. Сатана является лидером падших ангелов. Как и все, демон был первоначально добрым ангелом, который решил отвернуться от Бога. Однако, как существо, все же еще остается подвергнут Божьему провидению. 23 факт. Каждое участие в оккультных или демонических событиях является серьезным грехом. Демонические силы являются ничем иным, как злом, а люди должны от них держаться подальше. Любое вовлечение в оккультизм — это гадание, гороскопы, ясновидение и так далее. Даже если намерения хороши, это серьезный грех. 24 факт. Экзорцизм — это все еще живая практика церкви. В Евангелии Христос и его апостолы регулярно ведут прямую борьбу с демонами. Церковь продолжает этот акт духовной борьбы. 29 факт. Разрешает участвовать в духовной молитве с другим духовных практиках. Молитва «Отче наш», который научил нас Христос, содержит просьбу, чтобы Он спас нас от зла. Церковь призывает также для произнесения молитвы святого Михаила, но самая хорошая характеристика духовности — это просто жизнь в близости с Богом. 30 факт. Многие святые были вовлечены в прямые, даже физические сражения с демонами. Уничтожили бесов властью Христа, но показали при этом демонов как страшных зверей. Описание этого боя можно найти в частности в жизнях святого Антония Великого и других. 31 факт. Сатана был окончательно побежден Христом. В его страданиях, смерти и воскресении Иисус окончательно победил силы сатаны. Этот факт постепенно проявляется в истории церкви, вплоть до второго пришествия Христа. 32 факт. Христос есть царь всего ангельского мира. Иисус Христос есть царь вселенной, поэтому его царствие также относится к духовному миру. Ангелы были созданы Богом в начале мира, чтобы быть его слугами. Даже демоны, которые выбирали непослушание Богу,
сладких снов. И каждому ангела-хранителя добра. Всем спокойной ночи.